Всем большой привет! Меня зовут Лада и добро пожаловать на YouTube канал Любимое дело. Это видео будет не только о загибке, также я покажу, как делала декупаж на деревянном донышке и также покажу, как плела всю эту конструкцию. Если вам тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. Конечно, основную часть в этом видео занимает процесс плетения этой шикарной загибки. Будем очень подробно разбирать, как ее плести. Обращаю ваше внимание, что в описании под каждым видео и в этом видео в частности есть подробнейшее описание того, какие материалы я использую для плетения конкретного изделия, что у меня за трубочки, на какую спицу накручены, а также я оставляю все нужные ссылки на другие интересные мастер-классы. И сейчас немного расскажу о том, как делаю декупаж на деревянном донышке. Все очень просто. Для декупажа я выбрала салфетку, рисунок который мне больше всего понравился. Вырезала фрагмент салфетки, который буду приклеивать чуть позже на донышко. Далее у этого фрагмента салфетки я убрала все лишние слои, оставила только верхний слой, на котором напечатан рисунок. Здесь показываю материалы, которые мне еще понадобятся. Приклеивать салфетку на донышко я буду при помощи лака Biotex Eco Sauna. Этот лак я использую в работе постоянно и при обработке трубочек тоже, и при лакировке уже в финишном покрытии изделия. Также я его использую и для декупажа. И еще мне понадобится кисточка. Здесь я взяла синтетику с мягким ворсом, для того, чтобы она не царапала поверхность. Перед использованием деревянное донышко я очень хорошо почистила, зашкурила, чтобы не было заусенцев. И сейчас я прикладываю наш фрагмент салфеточки к донышку. И с середины, макая кисточку в лак, я начинаю кисточкой разглаживать салфеточку и одновременно ее приклеивать к донышку. Здесь я хочу обратить внимание на то, как я действую, в каком направлении. То есть я двигаюсь от центра к краям деревянной заготовки, одновременно приглаживая и приклеивая салфеточку к поверхности. Кисточку я макаю в лак, и вот такими приглаживательными движениями я приклеиваю салфеточку. Здесь хочу обратить внимание, что в идеале, конечно, морщинок на салфетке быть не должно. Но мне кажется, в идеале, а может быть и нет, тут мне кажется на вкус и цвет, потому что мне, например, морщинки на декупаже очень нравятся. Но здесь, конечно, у меня не обошлось без морщинок, потому что я не мастер декупажа, но тем не менее мне понравился результат, который получился. Салфетку приклеила, но пока ничего у меня не высохло, все еще сырое. И вот в этом состоянии я сейчас отрываю края салфетки по краю деревянного донышка. Почему я заранее не вырезала фрагмент салфетки размером с донышко, на которое я приклеиваю? Потому что, когда делаешь декупаж, эта салфетка немножечко растягивается. И получается, что она может быть больше вашей заготовки деревянной. Ну, по крайней мере, всегда так у меня получалось. Поэтому я не трачу лишние силы, и это все очень хорошо обрывается по краям деревянного донышка. Не надо прилагать никаких усилий. Но обратите внимание, что отверстия тоже получились заклеенными салфеткой. В этом случае я беру кисточку чуть потоньше и вот такими движениями открываю отверстие. То есть прорываю вот эту салфеточку в отверстие, проворачиваю кисточку внутри, и все хорошо внутри отверстия приклеивается тоже, и отверстия у нас получаются открытыми. Мы ими будем потом оплетать уже газетными трубочками. Начинаем работу. Вот наше донышко. Обвязку больших отверстий у этого донышка я сделала по одному интересному способу, который недавно показывала в видео. Кто пропустил предыдущее видео, обязательно смотреть. Там не только этот способ обвязки, но и другие интересные способы тоже есть. Ссылку оставляю в описании. Стоечки все распределила, соединила. И беру рабочие трубочки, 2 рабочие трубочки, подставляю за стойками таким образом, как на видео, и начинаю плести веревочкой в 2 трубочки, стараясь, чтобы ряд плотнее прилегал к самому донышку деревянному. Дошла до начала ряда, где мы с вами подставляли рабочие трубочки для плетения. Это у нас первая стойка двойная. Это последняя стойка, которую я оплетаю сейчас.
и делаю переход. Переход, закрываю ряд, который у меня уже имеется, и перехожу на новый. Делаю следующим образом. Обычно я эту трубочку заводила на эту за стойку следующую, а когда я перехожу на новый ряд, закрываю предыдущие, я ее под рабочую за стоечку. Так, тут все подтягиваю. У меня уже есть видео подробное по этому переходу. Советую посмотреть, ссылку здесь оставляю. Далее плету как обычно. И при плетении очень хорошо подтягиваем рядочки, чтобы у нас не было просветов между нашей деревянной заготовкой и самим плетением. Вот как я сейчас это делаю. Оплетаю и подтягиваю пальчиками. Оплетаю стоечку, подтягиваю. Оплетаю, подтягиваю. И просветы минимальные у нас появились. Продолжаю плести третий ряд обычной веревочкой в 2 трубочки. Практически уже не стало просветов. Все больше и больше я подтягиваю, и ряды плотнее становятся друг к другу. Плетем дальше. Здесь, как только трубочка у нас доходит до места прятания за стойку, я немного сминаю ее в этом месте, вот так вот пальчиками, и завожу за стоечку. То есть заменчик я сейчас не делаю. Таким образом, и с изнаночной стороны плетение очень аккуратно смотрится. Так, совсем чуть-чуть подминаю и за стоечку. Подминаю и за стоечку. Здесь наращиваем. У меня есть видео по наращиванию. Там я более подробно показываю многие варианты наращивания. Можете его посмотреть. Кто не смотрел, я всем советую. Ссылку оставляю в описании под этим видео. И вот здесь в правом углу видео в подсказках. Где, в каком месте это лучше сделать? Как лучше срезать так, чтобы у нас кончик хорошо вошел в начало трубочки? Смотрите видео по наращиванию. Идеальное наращивание у нас здесь. И переход на новый ряд. Немного прозевала. Здесь у нас лицевая сторона, а здесь у нас изнанка. Изнанка также у нас аккуратно. Единственное, что вот 2 конца от подставленных рабочих трубочек в начале я потом аккуратненько подрежу и подклею. Процесс этот я покажу вам на видео. Вот так вот. Все очень аккуратненько. Здесь наращивание. Плетем дальше. Теперь вот здесь у нас начало ряда. Начальная наша стойка. И мы делаем именно на этой стойке переход на следующий ряд. И у меня так совпало, что в этом месте у меня заканчивается длина рабочих трубочек, я их наращиваю на новые. И в данном случае я нарастила рабочие трубочки на новые трубочки другого цвета, коричневые. Сейчас я буду плести веревочку в 3 трубочки. Вот так это все выглядит. Эта рабочая трубочка у нас отправляется за стоечку именно в таком положении. Ряд белыми трубочками у нас закрылся, вот он, и начался новый ряд коричневыми трубочками. Плетем веревочку в 3 трубочки. Раз у нас 3 рабочих трубочки, значит подставляем 3-ю. Подставляю я ее вот сюда. Вот так. 3 рабочих у нас имеется, и сейчас начинаем плести. Чтобы было лучше видно, убрала фетровую подложку. Но я ее поставлю на место, чтобы дно у меня не стиралось об стол. Итак, каждую трубочку я завожу за 3-ю стойку. Начинаю с крайней
левой трубочки. Поехали. Очень плотненько плетем, приминаем трубочки рабочие. Также в месте, где рабочая трубочка прячется за стоечку, я ее вот так вот сминаю, чтобы с изнаночки у нас все было аккуратно. Вот что получается. Заканчиваю ряд. Вот здесь у нас начальная стойка, от которой выходит первая рабочая трубочка. И закрываю этот ряд. Закрываю, начиная от крайней правой рабочей трубочки. Завожу ее, пропускаю 2 стойки. Следующую завожу, пропускаю 2 стойки за третью. И здесь то же самое. 2 стойки пропускаю, за третью завожу. Ряд у нас закрылся. Вот. Сейчас буду продолжать плести светлыми трубочками, поэтому мне вот в этих местах рабочие трубочки за стойками нужно нарастить, что я, собственно, сейчас и делаю. Нарастила 2 трубочки, а одна трубочка, вот эта крайняя, она у меня осталась вот в таком состоянии. Я ее сейчас буду прятать. А вот этими 2 остальными я буду плести, так как у меня идет веревочка в 2 трубочки, то есть одна трубочка у нас из 3 лишняя. А вот эту короткую я буду прятать следующим образом. Вот здесь, с изнанки. У меня получается так, что здесь вот есть хвостик от подставленной рабочей трубочки в самом начале. Поэтому вот я под хвостик убираю вот эту вот трубочку, кончик трубочки. Хвостиком закрываю. И хвостик у меня уходит вот сюда. А здесь он у меня попадает на вот эту рабочую трубочку. И в этом месте у нас получается все схвачено, все закрывается. Вот у нас пошло начало ряда светлыми трубочками. Конец у нас за стоечку спрятался вот в этот ряд. И я продолжаю плести дальше. Веревочкой в 2 трубочки. Плетение плотненькое, ряды подтягиваю. Наслаждаюсь процессом. Проплела 5 рядов светлыми трубочками. Сейчас закрыла ряд, нарастила светлые трубочки в нужных местах на темные трубочки, как это делала в предыдущих рядах. И сейчас буду плести веревочкой в 2 трубочки, но мне нужно, чтобы под каждый виток у меня продевались трубочки с леской. Поэтому я под каждый виток буду подкладывать вот эти остатки трубочек, чтобы эти витки у меня были такие неплотные. Вот таким образом. Стараюсь делать их не плотными, да, чтобы было в них это пространство. Чтобы трубочки от загибки могли спокойно сюда вставиться. Вот так на данном этапе получается. Вот эти огрызочки трубочек я потом уберу. Здесь, перед тем, как подставить конец трубочки, я разминаю хорошо рабочую трубочку. Подставляю. Таким образом она плавно охватывает
это все дело. И нету никаких заломов. Вот очень мягко все. Трубочки у нас не сухие, обработанные, поэтому с ними очень легко работать. Доплетаю этот ряд. Сейчас мне нужно сделать переход на следующий ряд. Здесь все то же самое, что и в те разы мы делали переходы. Здесь никаких таких особенностей нет. Единственное, что мы следим за тем, чтобы вот эти витки у нас не прижимались. И далее я плету уже светлыми трубочками. Я их нарастила в нужных местах. И я уже вот эти огрызки трубочек вытаскиваю и плету дальше без них. Наша задача была это расширить расстояние вот в этих витках, что мы, собственно, и сделали с помощью вот таких остатков трубочек. Далее мы плетем плотные ряды, плотные витки, и нам эти остатки трубочек уже не нужны. Здесь уже все, что нужно, все у нас на своих местах есть. Для тех, кто еще не в курсе, каким материалом я плету, это бумажные или газетные трубочки. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги. Крашу их определенным образом и обрабатываю, чтобы в плетении они были пластичные, эластичные, как кожаные. Все эти процессы я подробно показываю в своих отдельных видео. Обязательно заглядывайте в описании. Под этим видео оставляю все необходимые ссылки. Проплела столько рядов, сколько мне нужно. Здесь на этой стойке у меня начинается переход на следующий ряд, а вот на предыдущей я как раз таки заканчиваю плетение. И с изнаночной стороны я убираю вот эти вот две рабочие трубочки. Убираю достаточно легким способом. Обрезаю и сюда убираю внутрь к стойке эту трубочку рабочую и эту рабочую трубочку. Складываю ее перед началом стойки, обрезаю и убираю. Все, трубочки рабочие у нас убраны. Теперь моя задача обрезать все стойки, которые у меня есть. Обрезаю я их вот такими бокорезами, очень удобно. Чуть-чуть даже поджимаю плетение. Прям до конца обрезаю по всему периметру окружности моего панно. Теперь я в качестве новых стоек буду вставлять трубочки, и это будут трубочки с леской. Вот такие у меня уже имеются, в двух цветах представлены. Я их буду вставлять в парами вот таким образом, по такому принципу. Сначала темная, затем светлая. В эти трубочки я уже вставила леску до покраски, до обработки. Это очень важный момент. Ну и информация по леске, которую я использую, диаметр лески, название я обязательно оставляю в описании под видео. Заглядывайте туда. Итак, принцип такой. Я беру две разноцветные трубочки, срезаю немного концы под прямым углом. Это важно. Далее расширяю место здесь. Ножничками можно помочь себе. И именно вот в таком порядке я вставляю эти трубочки. Именно так. Темная, светлая. Вот так. Вставила буквально 3 пары трубочек и остановилась. Сейчас я начну делать загибку и по ходу дела вставлять остальные трубочки, стойки. Делаю я это для того, что если бы я все трубочки стойки вставила, то уже к концу у меня бы трубочки высохли, были бы сухие. Коктейльные трубочки я не хочу надевать, да их у меня и не так много. На такое количество трубочек точно не хватит.
Вот, поэтому я буду делать загибку постепенно. Итак, начинаем делать загибку. Поехали. Беру первую пару трубочек, завожу за следующие две, вот таким образом, сзади. Очень действую аккуратненько, хоть трубочки у нас плотненькие с леской, очень гнутся хорошо, но тем не менее аккуратность не помешает. Теперь я пропускаю 6 стоек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь у шестой ножничками расширяю это место и вставляю трубочки сюда. Так. Одну трубочку и вторую трубочку. Так. Все трубочки очень хорошо сюда влезают. И следующий этап в этой загибке: я эти концы убираю внутрь самой веревочки в 3 трубочки. Здесь можно убрать их вместе вот сюда, либо вот сюда можно убрать, либо вот сюда. Я выбрала сюда. Вот у нас веревочка в 3 трубочки. Вот верхний виток, который расположен между двумя стойками. Вот здесь. Вот так это все выглядит. Но я решила не 2 вместе убрать, а один. Один сюда. Так. А вот этот коричневый вот сюда. Также ножничками расширяю здесь место. Вот он, верхний виток. Я прямо в него. И коричневую трубочку с леской прячу в него. Вот сюда. Чуть-чуть. Хопа-хопа пододвигаю. Подтягиваю. Все готово. То же самое проделываю и с остальными трубочками с леской. Так. Вторую пару беру. Завожу за 2 следующих. 1, 2. 5 стоек уже можно не отсчитывать, потому что 6-я будет именно следующая за вот этим занятым местом. Сюда продеваю. Сначала одну можно продеть, затем вторую. Подтягиваю здесь, уравниваю, что да как. Вот эти вот витки выравниваю. Так. И здесь у нас получается все то же самое, только уже белый кончик трубочки мы к коричневому убираем. Так. Торчит не то. Обрежем для удобства. Аккуратненько. А коричневый мы уже в следующее место прячем. Вот он, верхний виток у нас. Прячем сюда. Не между веревочкой в 2 трубочки и веревочкой в 3 трубочки, а именно в первый виток от веревочки в 3 трубочки. Именно туда прячем. Вот что получается. Можно сначала завести все стоечки друг за дружку, ну, каждую за следующие 2. Таким образом вставить в эти витки. А затем концы отдельно вставлять в веревочку в 3 трубочки. Тут как вам удобно. Либо каждую пару вы заводите, вставляете и концы сразу убираете.
Чтобы эти витки по загибке сделать максимально ровными, аккуратными, можно сделать следующее. Отметить, в какой точке трубочки стойки упираются под плетеный ряд. И, например, это место отметить белым карандашом, как я часто очень делаю. И так сделать по всем стоечкам двойным. И таким образом вы уже будете видеть, в каком месте эта стойка будет убираться под плетеный ряд. Это очень облегчит работу. А в этом кадре я показываю уже завершение плетения этой загибки. Здесь будьте внимательны, аккуратны. Главный принцип у этой загибки – это каждую стойку мы заводим под 2 следующих. И по этому принципу мы закрываем эту загибку. Если вы путаетесь в загибках, если вы путаетесь в принципах загибок, не можете никак запомнить, то просто проговаривайте про себя принцип каждую стойку за 2 следующих. Вот таким образом, как на видео, закрываю эту загибочку. По ходу плетения загибки стараемся сразу же наши стоечки укладывать ровненько, выравнивать все.Иначе, если они высохнут, то очень-очень будет сложно их подправлять. То есть придется применять силу. Ну, как у меня, например, у меня очень плотные ряды. Я специально плела очень плотные ряды, чтобы вот эти стоечки закреплялись в них. И получается, вот здесь у меня какая-то стоечка немного выпирала, мне пришлось ее корректировать, и мне пришлось применять силу, потому что они очень хорошо фиксируются вот в этих рядах, и сложно их даже вынуть. Вот такая загибочка получилась. Шикарно, правда, выглядит? С лицевой стороны все шикарно, а вот с изнанки все обстоит дело немножечко по-другому. Вот эти концы торчат, сейчас я буду их убирать. Я обращаю внимание на то, что вот все вот эти плетеные ряды должны быть плотные, друг к другу расположены. Тогда вот эти концы, они так фиксируются в ряду, что вынуть их практически невозможно. А после лакировки они вообще намертво тут зафиксируются. Поэтому я ничем не рискую и даже не боюсь. Я сейчас буду обрезать эти концы практически под нолик, но оставлять буквально 1-2 мм. Беру бокорезы, я ими по большей части обрезаю стойки, им очень удобно это делать. Хоба, и все. И стойка удалена. Хоба, и вторая также. Вот буквально 1 мм оставляю кончики, совсем-совсем чуть-чуть. И все, пролакирую. И все тут намертво фиксируется. Еще раз повторю, обязательно, обязательно. Плотные ряды плетите, плотные. Вставить эти трубочки вы всегда сможете, даже в плотные ряды. Ножничками просто увеличивайте, помогайте себе. И тогда вот эти концы, они так хорошо фиксируются в этих рядах, что тут даже переживать не надо. Тем более, что это панно. Оно будет висеть у нас на стене, украшать помещение. Для кухни идеально подходит.
Для спальни можно, ну, другой рисуночек на донышке сделать. Вот так получается. А помните, мы с вами в этом месте подставляли наши первые рабочие трубочки для плетения. Здесь у нас торчат концы, я вам обещала, что покажу момент, как их убрать. Сначала я подумала, что можно их убрать прямо в само плетение, попробовала, мне не очень понравился результат, и я сделала как можно проще. Я их обрезала, эти концы обрезала под уголком, таким образом, как на видео, и просто их подклеила. И с изнанки все смотрится очень-очень аккуратно. И вот такая шикарнейшая загибка получилась. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой вариант. Эта загибка подходит и для панно, и для тарелочек, и для часов. Мне кажется, что здесь для стоек лучше брать более контрастные варианты. Если это коричневый, то прям темно-коричневый, светлый. Будет чуть интереснее смотреться, хотя и в таком варианте мне эта загибка тоже очень нравится. В общем, жду ваших комментариев, жду ваших лайков и обязательно делайте репост этого видео в соцсетях. Так вы помогаете каналу развиваться. Легкого плетения, друзья! Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!